Добрый день, друзья! Сегодня приготовим овсяное печенье. Овсяное печенье по этому рецепту получается очень мягким, нежным, воздушным. Оно легко ломается и не становится очень плотным и твердым. Приготовим мы его из самых простых и доступных ингредиентов. Для приготовления будем использовать овсяную муку либо овсяные хлопья без пшеничной муки. Советую готовить сразу двойную порцию, так как печенье очень вкусное. Для приготовления я буду использовать овсяные хлопья цельнозерновые и буду их измельчать с помощью блендера. Также можно купить готовую овсяную муку. Хлопья помещаю в чашу блендера и измельчаем. Измельчить нужно очень мелко, чтобы хлопья превратились именно в муку. Затем пересыпаем в емкость, в которой будем замешивать тесто. Добавляем разрыхлитель и соду. И аккуратно смешиваем сухие ингредиенты. Также нам потребуется сливочное масло комнатной температуры, сахар и одно яйцо среднего размера. Вес яйца без скорлупы 57 грамм. Сливочное масло необходимо взбить примерно 4 или 5 минут. Оно должно посветлеть и увеличиться в объеме. Затем добавляем сахар и взбиваем еще примерно 3 минуты до однородности. Когда масло с сахаром хорошо объединятся, добавляем яйцо. Яйцо должно быть комнатной температуры. Взбиваем еще 2 минуты до однородности. Если вы забыли заранее достать сливочное масло, то нарежьте его на кубики и по 5 секунд прогревайте в микроволновой печи. Так оно быстро станет у вас комнатной температуры. В нашу массу добавляем половину измельченных овсяных хлопьев и перемешиваем ложкой либо силиконовой лопаткой. Когда масса станет однородной, добавляем вторую часть овсяных хлопьев измельченных и снова все перемешиваем. Наше тесто готово. Противень я устелила пергаментом и сейчас будем формировать печенье. Печенье формируется очень просто. Берем небольшое количество теста и формируем таким образом шарик. Шарик чуть больше грецкого ореха. Затем его придавливаем и у нас получается вот такое печенье. Его диаметр примерно 4 сантиметра. Таким образом формируем печенье и выкладываем на противень. Выпекаем такое печенье в заранее разогретой духовке при 180 градусах примерно 10-15 минут. Время выпекания зависит от мощности вашей духовки. Ориентируйтесь по цвету печенья. Оно должно быть снизу более золотого цвета, а сверху немного румяным. Я сформировала печенье и начинаю его выпекать. Вот так выглядит печенье после выпекания. Снизу оно более коричневое, такое золотое, а сверху слегка румяного цвета. Вот так выглядит именно уже готовое печенье, которое будет нежным, хрустящим, при этом очень мягким и рассыпчатым. Главное, не передержите его в духовке, тогда оно будет у вас сухим и твердым. Я перепробовала большое количество рецептов, но именно этот рецепт стал моим самым любимым, так как вкус печенья не уступает из всех мною опробованных рецептов, при этом печенье очень мягкое и нежное. В остальных же рецептах печенье получается более плотным, более твердым и через день-два после выпекания становится прям очень плотным. Это же печенье очень долго остается мягким, нежным, вот таким и воздушным. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это помогает каналу продвигаться. Всем спасибо за просмотр.